Галина вышла замуж за Андрея по очень большой любви. Они познакомились на клубной дискотеке, как многие в их деревне. Это была любовь с первого взгляда. Все закрутилось так быстро, и через несколько месяцев они уже сыграли свадьбу. «Долго не продержится», — шептались местные сплетницы. Однако Галина и Андрей не слушали никого и ни на кого не обращали внимания. У каждого своя судьба, и они оба прекрасно знали, что не смогут жить друг без друга. Шло время, разводиться они не собирались, а продолжали жить душа в душу. Вот только детишек у них почему-то не было. Все грустнее ходила Галина, все чаще плакала по ночам, прижимая к себе куклу, которую укачивала в детстве, мечтая о большой семье и детях. Проведя очередную ночь в слезах, Галина уговорила Андрея поехать в городскую клинику, провериться. Мужчина согласился. Он был на все готов ради своей любимой. Обследование показало, что у Галины никогда не может быть детей, и даже дорогостоящая процедура искусственного оплодотворения ей не поможет. Да и где ее сделать? Это надо в столицу ехать. Даже если они продадут свой дом, им все равно не хватит денег оплатить процедуру. К тому же врачи сказали, что не поможет. Вернулись они в свою деревню. Вроде все как обычно. Однако поселилась у них в доме тревога. Какое-то предчувствие странное. Посоветовали Галине обратиться к старой знахарке, которая жила в соседнем селе. Может, она что-то посоветует. Пошла Галина через лес в соседнее село. Знахарка посмотрела на нее, пощупала везде, головой покачала и сказала какие-то странные слова. «Тебе, девочка, придется 2 раза по 2 принять, а потом еще 2 отдать. Только после этого Бог даст тебе детей. Такова твоя судьба». Ничего тогда Галина не ответила. Подумала, что старуха с ума сошла. Почему просто не сказать, что делать? Какие 2 по 2? Что принять? Что отдать? В общем, ничего не понятно. У Галины была одноклассница. Одна из немногих, кто остался, как и Галина, после школы в деревне. Остальные разъехались кто куда. Имя у одноклассницы было красивое — Анжелика. Она и сама была красивая, все мужики на нее заглядывались. Вот только поведение у Анжелики было не таким красивым. С кем только она не гуляла, и с местными, и с чужими, и с дальнобойщиками всякими. В город уезжала за новой жизнью. Не могла Анжелика жить по-другому. С города приехала беременная, а вскоре родила двойню. Люди думали, что вот теперь остепенится, но нет. Мальчик и девочка хорошенькие такие, а матери дела до них нет, болтаются по своим делам. И вот вскоре снова люди увидели Анжелику беременной. Соседи были в ужасе, а Анжелика просто посмеивалась. Однажды отправилась Галина в лес, хотела набрать шишек еловых, чтобы украсить дом к Новому году. Вдруг слышит, плачет кто-то, вроде ребенок маленький. Женщина обомлела, лес, зима, а плач, как у грудного младенца. Ветки раздвинула и ахнула. На полянке корзинка, а возле нее сидит волчица, словно охраняет. Галина не побоялась, подошла ближе. Волчица принюхалась, но не напала. Смотрит женщина, а в корзинке 2 младенцев, рыженькие, такие, как Анжелика. Схватила Галина ребятишек, а они замерзли уже. Волчица побежала за ней. Девушка прямо к Анжелике домой с корзинкой и пришла. Да как начала ее материть. «А ты не суди меня, подруга, видишь, как в жизни бывает, мне не надо, а Бог посылает и посылает, а ты вот хочешь, а тебе не дает», — сказала Анжелика, прищурив глаза. «Да как же ты так можешь? Ты не мать, а кукушка. Посмотри, волчица и та пожалела, пригрела твоих детей». Галина не успела договорить. «Бери их себе, если такая жалостливая», — выкрикнула Анжелика. «Ты серьезно?
Опешила Галина. А что? Фельдшер в соседнем селе моя тетка. Зови своего Андрея, поехали туда. Скажем, что ты в дороге родила, на тебя их и запишут, а там делай, что хочешь, хоть в детский дом отдай, хоть сама расти», — сказала Анжелика. Галина побежала домой и стала рассказывать о случившемся мужу. Он ничего не понял, но решил довериться жене. Андрей давно уже не видел у Галины таких блестящих глаз. Так и сделали, как сказала Анжелика. Тетка ее в соседнем селе только посмотрела на племянницу, покачала головой и записала Галину в матери. Домой они с Андреем уже возвращались отцом и матерью. Каково же было их удивление, когда на пороге дома их встретила волчица, которая шла за Галиной от самого леса. И как только Галина не заметила, что хищница была беременна, конечно, она же смотрела только на деток. Мальчик и девочка такие хорошенькие, и как только Анжелика могла с ними так легко расстаться. А у волчицы тоже родились 2 щеночка, мальчик и девочка. Галина уговорила Андрея пустить серую маму в коридор. Непонятно, почему она увязалась за ней из леса. Может, просто не успела логово подготовить. Молодая еще была волчица. И вот стали они жить. Дома Галина с детьми, а в коридоре волчица с волчатами. 2 молодые матери. Многие в деревне догадывались, откуда у Галины дети взялись и куда у Анжелики пузо делось. Догадывались, но помалкивали. Главное, что дети попали в надежные руки. А то, что Анжелика их сначала в лес отнесла, обе девушки решили никому никогда не рассказывать. Шло время. Дети росли, и волчата тоже. Галина переживала, вдруг у Анжелики материнские чувства проснутся, и она потребует детей обратно. Однако родная мать даже не вспоминала о них. Волчата тоже быстро росли, очень полюбила их Галина, да и дети тоже привязались. Пора было давать им клички, но Галина не торопилась, хотела, чтобы дети подросли, научились говорить и сами дали имена своим волкам. Волчица все чаще убегала в лес и все дольше не возвращалась. Вроде как бы и выполнила свой долг. Галине она все больше почему-то напоминала Анжелику, особенно когда надолго задерживалась в лесу. Двойняшкам уже было около 2 лет, когда в деревне случилось происшествие. Жители заметили, что Анжелика пропала. Нет ее нигде, и никто давно не видел. Первая мысль, которая пришла Галине в голову: а как же дети? Как же старшие близнецы Анжелики, которые немного старше тех детей, которых она забрала? Старшие двойняшки Анжелики тоже были мальчик и девочка. Прибежала Галина к малышам. А те сидят дома и плачут, а рядом с ними волчица, та самая, которая родила волчат на пороге дома Галины. «Так вот куда ты бегала, не в лес, а к ребятишкам», — сказала Галина волчице. Она присела перед ней на колени и погладила. Женщина просила у зверя прощения за то, что плохо думала о нем. Все это время волчица согревала детей в нетопленном доме и пыталась приносить им еду. Только дети не хотели есть сырое мясо. Конечно, Галина забрала их домой до выяснения обстоятельств, куда делась Анжелика. Скорее всего, она отправилась в очередное любовное путешествие, будучи уверенной, что в деревне кто-нибудь позаботится о ее малышах. Время шло, а мать-кукушка так и не появлялась. И вскоре Галина и Андрей уже официально стали опекунами старших детей Анжелики. Волчица с волчатами так и продолжала жить у Галины. Волчата — это мягко сказано, к тому времени они стали уже огромными волками. И в один прекрасный день мать увела их в лес. Галина и дети долго ждали их возвращения, они даже плакали, потому что привыкли к ним, как к родным. Через неделю отсутствия волков Андрей сказал Галине: «Отпусти их, они дети леса. Там их дом и там их место».
Они помогли нам, а мы помогли им. Мы квиты. Отпусти этих двоих». Как только муж произнес эти слова, Галину как током ударило. Она слово в слово вспомнила предсказание знахарки. Так вот, что она имела в виду. Дважды по два принять. Она дважды усыновила двойняшек, а двоих отдать, ведь волчат тоже было двое. Она их вырастила, и она должна была отпустить их в лес. Через несколько дней Галина почувствовала себя как-то плохо, решила, что эта усталость навалилась. Однако лучше не стало. Андрей настоял на поездке в больницу. Там выяснилось, что Галина беременна. Она беременна двойней. Анжелика так больше и не появлялась ни в деревне, ни в жизни Галины с Андреем и их теперь уже 6 детей. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.